Компания Ford представила пикап Ranger нового поколения. Дизайн среднеразмерного пикапа привели в соответствии с новым фирменным стилем марки, наделив его чертами старшего F-150. Пикап преобразили внутри, сделали его самым выносливым, универсальным и интеллектуальным в истории семейства. Но это далеко не все изменения, которые достались новому среднеразмерному пикапу. Из этого видео вы узнаете все подробности о Ford Ranger новой генерации. Ford Ranger серии T6 появился на рынке еще в 2011 году, и спустя 10 лет американский автопроизводитель представил Ranger нового поколения. Первые два поколения всемирного Рейнджера были по сути перелицованной Маздой серии B. Третья T6 получилась из австралийской модели, которую проектировали на Зеленом континенте. Ну а премьера нынешнего Рейнджера состоялась в Австралии, так как это один из самых важных рынков для модели, а разработкой занимался австралийский инженерный центр Форда. При этом продавать новинку планируют по всему миру, более чем в 180 странах. В будущем у нового Рейнджера появится родственник под другим брендом. Это Volkswagen Amarok второго поколения. Его будут выпускать на фордовском заводе в ЮАР. Дизайн экстерьера привели в соответствии с актуальным фирменным стилем. Снаружи новинка напоминает полноразмерный F-150, 14-е поколение которого дебютировало прошлым летом. Про него я уже рассказывал в отдельном видео, ссылку оставлю в правом верхнем углу или в конце этого ролика. Автомобили схожи капотом и крупными C-образными скобами ходовых огней. Среди опций появились матричные диодные фары, а во время стоянки наружный свет можно перевести в режим освещения площадки перед машиной. Платформа T6 серьезно доработана. По сравнению с предшественником, к колесной базе и колее прибавили по 50 мм. В результате салон стал просторнее, а на грузовую платформу теперь помещается полноразмерный поддон или лист строительной фанеры. Доступ к грузовой площадке стал удобнее благодаря интегрированной боковой подножке. Появились дополнительные точки крепления грузов. Заднюю дверцу можно использовать как мобильный рабочий стол, а за доплату будет предложена бытовая розетка мощностью 400 Вт. Улучшилась и геометрическая проходимость. Передний свес стал короче на те же 50 мм, благодаря чему вырос угол въезда. Пока новый Ranger представлен только с полуторной двухрядной кабинами, но будет и рабочий однорядный вариант. Передняя двухрычажная подвеска с пружинами прежняя, а задний неразрезной мост модернизировали. Здесь по-прежнему рессоры, но амортизаторы теперь расположены не с внутренней, а с наружной стороны от лонжеронов рамы. В совокупности с другими мелкими доработками это позволило повысить комфорт и улучшить управляемость пикапа. Интерьер нового Рейнджера получил более качественные отделочные материалы и расширенные возможности в плане хранения вещей. Пикап получил 12-дюймовую цифровую приборную панель, мультимедийную систему SyncFo с экраном на 10,1 либо 12 дюймов. Она оснащается голосовым управлением и встроенным модемом. Во всех вариантах предусмотрен отдельный аналоговый пульт управления климат-контролем. Программное обеспечение можно обновлять по воздуху, а некоторыми функциями управлять дистанционно с помощью приложения на смартфоне. В оснащение Рейнджера войдет круговой обзор, беспроводная зарядка для смартфона, передатчик Wi-Fi и электромеханический ручник. При этом уже на старте продаж покупателям будет доступно почти 600 различных заводских аксессуаров, как для вылазок на природу, так и для бизнес-задач. Набор силовых агрегатов отличается в зависимости от рынка. Пока производитель сообщил, что 5-цилиндровый дизель 3,2 литра уступил место 3-литровому V6, для размещения которого увеличили моторный отсек. Также в линейке остались 2-литровые 4-цилиндровые дизели с одним и двумя турбокомпрессорами и 2- и 3-литровая бензиновая турбочетверка EcoBoost. Американцы пока не называют отдачу агрегатов. 6-ступенчатая механическая коробка передач новая, а вот автомат с 6 передачами прежний, хотя его будут ставить только на маломощные дизельные версии. Остальным модификациям полагается модернизированный 10-ступенчатый автомат. У него новый гидротрансформатор, увеличена скорость переключения передач и добавлен отдельный режим для буксировки прицепов. У пикапа будет две версии полного привода с электронной системой переключения режимов движений и более продвинутая с постоянным полным приводом. Обе трансмиссии имеют демультипликатор. Предусмотрено 6 внедорожных режимов электроники. Прежде такая система была только у топ-версии Raptor. У новинки также сохранятся и самые простые варианты с задним приводом. Четвертый глобальный Ranger будет производиться на заводах Форда в Таиланде и Южной Африке, начиная с 2022 года. В Европе новый пикап появится только в начале 2023 года.
В Россию модель американской марки не приедет. Но у нас может появиться ее технический родственник – Volkswagen Amarok второго поколения. Друзья, не забывайте нажимать палец вверх, если вам понравилось видео, и оставляйте свои комментарии о новом Ford Ranger. Ну а чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии, советую подписаться на канал. До новых встреч!